Приготовим шоколадный ганаш. Берем 130 грамм темного шоколада, подогреваем 130 миллилитров сливок и все соединяем в миске. Даем постоять буквально пару минут, чтобы шоколад растаял, после чего хорошо перемешиваем ложкой до однородной массы. Сверху накрываем пищевой пленкой в контакт, я использую обычный пакет, и убираем в холодильник, чтобы масса застыла. Приготовим заварной крем. В сотейник выкладываем 3 желтка, добавляем 40 грамм сахара, 20 грамм кукурузного крахмала и 1 чайную ложку ванильного сахара. Все хорошо соединить венчиком до однородности. Берем 180 мл молока, тоненькой струйкой вливаем и при этом хорошо перемешиваем венчиком. Отправляем сотейник на огонь и при постоянном помешивании варим до загустения. После того, как масса загустела, варим еще примерно 2 минуты, обязательно хорошо перемешиваем. Полученный крем перекладываем на сито и хорошо ложкой перетираем. Это для того, чтобы если у вас в креме были комочки, их не было, и крем будет еще более нежнее. Но это делать не обязательно. Накрываем наш заварной крем также пищевой пленкой. Я использую снова пакет и убираем в холодильник, чтобы крем остыл. Теперь приготовим бисквит. В глубокую миску выливаем 45 мл молока, 35 мл растительного масла и немножко ванильного сахара. Перемешиваем. Добавляем 4 желтка, 25 грамм сахара и еще раз все хорошо перемешиваем до однородности. Берем 75 грамм муки и добавляем 1/3 чайной ложки разрыхлителя, перемешиваем и через сито теперь просеиваем в 2-3 этапа в нашу яичную массу. Каждый раз хорошо перемешиваем, чтобы у нас не было комочков. Друзья, напишите, с какой страны вы смотрите мои видеоролики. Мне будет очень приятно почитать. А также в комментариях делитесь своими впечатлениями, как вам торт и что бы вы изменили или добавили. Полученную массу отставляем в сторонку. Теперь нам нужно взбить белки. В глубокую миску выливаем белки и миксером взбиваем до пышной пены. Берем 70 грамм сахара и также в 2-3 этапа всыпаем во взбитые белки. Каждый раз хорошо перемешиваем и взбиваем на высокой скорости до устойчивых пик. Масса должна хорошо держаться в миске. Взбитые белки добавляем к яичной массе в 2-3 этапа и каждый раз хорошо перемешиваем лопаткой, чтобы масса хорошо перемешалась и не осела. Также заранее включаем духовку на 170 градусов, чтобы она успела хорошо прогреться. Берем противень диаметром 30 на 40 сантиметров, застилаем пергаментной бумагой и выливаем подготовленное тесто. С помощью лопатки равномерно распределяем по всему противню. Стараемся распределять так, чтобы тесто было везде равномерно. От этого будет зависеть толщина бисквита. Отправляем в разогретую духовку до 170 градусов и выпекаем примерно 13-14 минут до легкого золотистого цвета. Достаем из духовки, переворачиваем, снимаем пергаментную бумагу и даем остыть.
и делим на полоски шириной по 6 сантиметров. С помощью ножа разрезаем. Теперь приготовим пропитку. Берем 100 мл теплой воды, добавляем 1 столовую ложку сахара, 1 столовую ложку коньяка по желанию, и все хорошо перемешиваем. Если вам не нравится такая пропитка, вы можете заменить молоком. Берем 150 грамм мягкого сливочного масла, достаем из холодильника заварной остывший крем и в первую очередь мы его хорошо перемешиваем. После чего в 2-3 этапа добавляем мягкое масло. Каждый раз хорошо перемешиваем. Крем готов, вот такой он получается. Крем достаточно плотный, густой и очень хорошо держится на лопатке. Достаем шоколадный ганаш из холодильника, сразу делим на 2/3 части. Большую часть мы сейчас будем использовать. В первую очередь я пропитываю нашей пропиткой бисквит. Так как наш шоколадный ганаш он густой и нам будет его тяжело нанести на бисквит, я буквально отправила на 5 секунд в микроволновку, подогрела, и после чего масса стала очень мягкой и ее будет легко наносить. Наносим равномерным слоем. Сверху распределяем крем и с помощью шпателя равномерно распределяем. Если вам будет так неудобно, вы можете переложить подготовленный крем в кондитерский мешок и равномерным слоем выдавить сверху на бисквит. Проходимся шпателем, отделяя бисквит от бумаги и заворачиваем вот таким вот способом в рулетик. Перекладываем на блюдо и дальше сверху накладываем каждый слой. Каждый раз хорошо прижимаем. Торт можно таким образом убрать в холодильник буквально на 30-40 минут, чтобы он хорошо пропитался. Но я буду убирать в разъемном кольце. Берем оставшийся шоколадный ганаш, перекладываем в кондитерский мешок и вот таким вот образом украшаем края торта, имитируя кору дерева. Если вам такой способ не подходит, вы можете просто промазать бока, а потом вилкой проделать узоры. Тоже будет оригинально. Торт можно после украшения еще убрать на 10-15 минут, чтобы стабилизировался шоколад по краям. Но я этого не делаю, а сразу нарезаю торт и подаю к чаю. Торт готовится несложно и очень легко. Обязательно пробуйте, готовьте, а вам я желаю приятного аппетита и готовьте с удовольствием.